Привет всем, мои хорошие, вы на канале Берлога Коптильщика, и сегодня мы будем делать тушенку из лосятины. В общем-то мы, что хочу сказать, подсели на дикого зверя, и в последнее время берем все в компании Дикоед. Эта компания есть в интернете, ссылки в описании я дам на нее. И в этот раз мы решили сделать тушенку из мяса, которое в компании Дикоед продается. Это котлетное мясо лося, бескостное, то, что нам надо. Тушенка должна быть бомбическая. Значит, что мы сейчас делаем? Мы берем это мясо, его промываем и разделываем на небольшие кусочки. Этим сейчас займемся. Поехали. Мясо промыли. У нас было 2 упаковки по 5 килограмм. Поэтому я не стал все валить в одну кучу, а поскольку легче будет распределять соль, решил так и оставить. 2 упаковки. Значит, сейчас нарезаем мясо на кусочки, чтобы легче из банки было доставать. А вообще, скептики скажут, ну вот, тушенка, зачем она? Ну, в принципе, у ребят, у компании Дикоед есть и тушенка из разных диких животных. Ну, поскольку мы предпочитаем делать сами, будем делать свою домашнюю тушенку из лосятины. Потом, почему я перебираю все руками, потому что могут попасться косточки, а это никому не надо. Ну что, мои хорошие, продолжаем дальше. Мясо я перебрал, лосяша. Значит, лосяш оказался от компании Дикоед с жирком. Очень хороший вариант для тушенки. Значит, теперь нам нужно вмешать соль в наше мясо. Пропорции по соли такие. На 1 килограмм мяса надо взять 14 грамм соли. Вообще разброс по соли на килограмм мяса от 11 до 16 грамм. Но максимальный брать я не буду, а возьму 14 грамм. Но кому интересно просто взять и сделать из обычной поваренной соли, берите спокойно 14 грамм соли. Но я хочу, чтобы у меня тушенка была, как мы уже привыкли, естественным цветом. То есть она у меня будет розоватая, с более ярким вкусом, поэтому я возьму часть нитритной, часть поваренной. Пропорция у меня будет такая. Соли нитритной я возьму 8 грамм и 6 грамм поваренной соли. Сейчас берем, отмеряем соль и вмешиваем в мясо. Соль сразу всю не высыпайте, а вымешивайте постепенно. Часть соли добавили, вымешали, потом следующее, чтобы соль распределилась равномерно. Следующим этапом нашего марлезонского балета это раскидать лавровый лист и перец черный горошком в банке. Значит, на 450 граммовую банку мы берем 2 горошка черного перца. Но можно 3. А дальше по половинке вот такого лаврового листа в каждую банку. Все, и теперь в наши банки заряжаем мясо не по горлышко, а вот по плечике банки. Ну что, банки набили? Набивайте плотнее. И теперь каждую баночку
Закрываем. И заряжаем наши кассеты для автоклава. Затягиваю на усилие руки. Никакими ключами, не надо изгаляться. Только высока будет вероятность, что у вас банки могут лопнуть. Не надо. Все, что у меня сейчас не поместилось в кассеты, отправлю в холодильник на плюс 2 градуса и во вторую партию сварю. Сейчас будем запускать автоклав. Ну что, автоклав собрали. Процесс варки начинаем. Значит, по процессу варки. Поставили автоклав, зажгли огонь. На маленьком огне варим, поднимаем температуру 30-40 минут. Почему на маленьком огне? Потому чтобы исключить того, чтобы банки у вас лопнули. То есть на маленьком огне спокойно прогревается емкость, и вероятность того, что банки лопнут, она исключена. Дальше через 30-40 минут поднимаем температуру огнем и доводим до автоклав до 120 градусов. И при 120 градусов варим 1,5 часа. Дальше автоклав отключаем и ждем, пока температура в автоклаве упадет до 35-40 градусов. А дальше будем доставать кассеты. Ну что, мои хорошие, достаем из кассет тушенку. Баночки протираем. Следующую партию буду заряжать. Но поскольку она у меня из холодильника, ей надо немножко согреться банком. И когда вы заряжаете следующую партию в автоклав, сразу же ее не запускайте в теплую воду. Лучше налить тогда заново холодной воды. Тушенка у нас сварилась. Теперь мы ее отправляем в прохладное место на 3-4 дня, чтобы она немножко настоялась. После чего можем ее уже пользовать, употреблять. Я думаю, что вещь будет обалденная. Но мы попробуем. Если вам интересно, как делать тушенку из свинины, из говядины, из курицы, все это есть у меня на канале. Можете увидеть, посмотреть и повторять. Проверено по соли, по специям. Все получается идеально. Не мог не показать, что получается через 5 дней. То есть тушенка у нас готова уже. Давайте ее откроем. Да, хорошо у нас получилась тушенка. Класс. Ох! С жирком, как я говорил. Желешечка. По соли норм. Прям четенько. По вкусу тоже обалденно. Обалденная, хорошая тушенка. Рекомендую. Мясо смело можно брать в компании Дикоед. Лосяш у нас получился супер хороший. Мясо нежное.
Все как надо. Действительно хорошая, достойная тушенка из мяса лося.